Открытие электричества изменило мир, но у этой силы есть тайна, о которой почти никто не задумывается. Ее почти невозможно сохранить, и потратить ее нужно ровно в ту же секунду, когда она рождается на станции. Днем это несложно. Города шумят, заводы работают, миллионы приборов жадно тянут энергию из сети. Но ночью все затихает, огни гаснут, и потребление стремительно падает вниз. При этом большие электростанции на ночь никто не выключает. Остановить и снова запустить их — дело долгое, опасное и очень дорогое. И вот возникает жуткий вопрос. Куда деваются те гигантские потоки, что станции продолжают выдавать в пустоту? Если ток некуда девать, вся система способна сорваться в опасный дисбаланс за считанные минуты. Поэтому по ночам разворачивается тайная индустрия, работающая лишь тогда, когда все остальные спят. Воду поднимают в горы, металл держат раскаленным, а энергию тайком отправляют за границу. Сегодня вы узнаете, куда на самом деле уходит электричество ночью и почему за тихой темнотой скрывается работа, которая не прекращается ни на секунду. Чтобы понять, куда уходит энергия ночью, сначала нужно осознать один странный факт о самой электросети. Электричество — не вода в баке, которую можно налить впрок и спокойно расходовать по мере надобности. Оно движется по проводам почти мгновенно, и то, что произведено сейчас, должно быть потреблено буквально в ту же секунду. В любой момент времени количество вырабатываемой мощности обязано точно совпадать с тем, сколько ее забирают потребители. Если этот хрупкий баланс нарушается, страдает важнейший параметр сети — ее частота. В большинстве стран мира она составляет 50 Гц, и держать ее нужно почти идеально ровной. Когда потребление вдруг превышает генерацию, частота начинает падать, а турбины на станциях испытывают тормозящую нагрузку. Когда же энергии производится больше, чем нужно, частота, наоборот, ползет вверх, и это тоже опасно. Отклонение всего на доли герца уже заставляет автоматику и диспетчеров срочно вмешиваться. Если частоту не удержать, от сети начинают лавинообразно отключаться станции, защищая себя от повреждений. Именно так рождаются масштабные аварии, способные погрузить в темноту целые регионы за считанные мгновения. Поэтому за равновесием следят специальные диспетчерские центры, работающие круглосуточно без единой паузы. Их сотрудники не ждут наступления событий, а заранее просчитывают, сколько энергии понадобится стране в каждый конкретный час. Они опираются на прогноз погоды, день недели, телепрограмму и даже привычки людей включать чайник в одно и то же время. На основе этих данных они решают, какие станции разжигать, а какие держать в резерве. Энергосистема — это не спокойный резервуар, а натянутая струна, звенящая от постоянного напряжения. И самая коварная проверка этого равновесия наступает именно ночью, когда спрос стремительно падает, а гигантские станции все еще продолжают работать. Раз баланс нужно удерживать ежесекундно, возникает логичный вопрос: почему ночью просто не выключить лишние станции? Ведь если спрос упал, разумно было бы погасить часть генераторов и спокойно запустить их к утру. Но в реальности все устроено гораздо сложнее. И виной тому сама природа больших электростанций. Крупные тепловые блоки, работающие на угле, и особенно атомные станции, невозможно остановить по щелчку выключателя. Атомный реактор — это огромная инерционная машина, вывод которой на полную мощность занимает многие часы, а иногда и целые сутки. Его нельзя резко гасить и снова разжигать каждую ночь. Это изнашивает оборудование, тратит ресурс и создает серьезные риски. Поэтому такие станции работают в так называемом базовом режиме, выдавая примерно постоянную мощность круглые сутки. И они образуют надежный фундамент всей энергосистемы. На них держится тот минимум, который сеть получает всегда, независимо от времени суток. У тепловых угольных блоков ситуация похожая, хоть и не такая жесткая. Чтобы вывести остывший котел на рабочий режим, нужно снова разогреть тонны металла и воды до сотен градусов.
Этот процесс медленный, затратный по топливу и способен растянуться на много часов подряд. Гасить блок ради нескольких ночных часов, а утром снова тратить топливо на розжиг, крайне невыгодно. Гораздо дешевле оставить станцию работать, пусть даже часть ее мощности ночью формально оказывается избыточной. В итоге складывается парадоксальная картина, знакомая любому энергетику. Поздней ночью страна спит и потребляет минимум энергии, а мощные станции продолжают исправно выдавать ток в сеть. Возникает избыток, который невозможно просто взять и обнулить нажатием кнопки. И этот избыток нужно куда-то деть, иначе хрупкий баланс частоты будет нарушен. Именно здесь начинается самое интересное — изобретательная охота за лишними киловаттами. Первое и самое элегантное решение проблемы ночного избытка люди придумали давным-давно. Раз энергию почти невозможно хранить напрямую, значит, нужно превратить ее во что-то другое, что сохранить можно. И инженеры нашли гениальный по простоте ответ — обычную воду, поднятую на высоту. Так появились гидроаккумулирующие электростанции, которые работают как гигантские перезаряжаемые батареи целых регионов. Устроены они удивительно наглядно, и понять их принцип способен буквально каждый человек. У такой станции есть два водохранилища. Одно расположено высоко в горах, другое — далеко внизу. Ночью, когда в сети скапливается избыток дешевой энергии, станция включает мощные насосы. Эти насосы гонят огромные объемы воды из нижнего бассейна в верхний, поднимая ее на десятки и сотни метров. Фактически лишнее ночное электричество превращается в запасенную энергию поднятой воды, которая терпеливо ждет своего часа. А днем, когда города просыпаются и потребление резко взлетает вверх, все происходит наоборот. Воду отпускают вниз, и, падая, она раскручивает те же самые турбины, вырабатывая ток. Получается замкнутый круг, в котором ночь запасает, а день тратит накопленное. Конечно, часть энергии при этом неизбежно теряется на трении, нагреве и сопротивлении. Хорошие станции возвращают около 70-80% того, что потратили на закачку воды. Но даже с такими потерями это выгодно, ведь ночная энергия дешево, а дневная стоит дорого. По сути, станция покупает ток по низкой цене ночью и продает его дорого днем. На сегодняшний день именно гидроаккумулирующие станции остаются главным способом хранения энергии в мире. На них приходится подавляющая доля всех накопительных мощностей планеты, оставляя далеко позади привычные аккумуляторы. Некоторые такие станции способны выдавать мощность, сравнимую с целой крупной электростанцией. И все это тихое инженерное чудо работает в основном по ночам, пока люди спят и даже не подозревают о происходящем. Но вода в горных водохранилищах далеко не единственный способ пристроить ночной избыток энергии. Есть целые заводы, для которых глубокая ночь превратилась в самое главное рабочее время суток. И один из самых ярких примеров — производство алюминия, металла, без которого немыслим современный мир. Алюминий получают методом электролиза, пропуская сквозь расплавленное сырье колоссальные электрические токи. Этот процесс идет в специальных ваннах-электролизерах, где температура держится около 960 градусов. И вот здесь кроется важнейшая инженерная особенность, определяющая весь ритм такого завода. Электролизеры нельзя просто взять и отключить на ночь, чтобы сэкономить на электричестве. Если подача тока прервется всего на несколько часов, расплав внутри ванн начнет застывать. Застывший металл превращает дорогое оборудование в бесполезную глыбу, восстановить которую почти невозможно. Поэтому алюминиевые заводы работают непрерывно, поглощая энергию и днем, и ночью без единой паузы. Именно такие производства становятся идеальными потребителями ночного избытка, который иначе некуда было бы деть. Не случайно крупные алюминиевые комбинаты часто строят прямо рядом с мощными электростанциями. Огромный завод, работающий круглосуточно, идеально сглаживает провал ночного спроса в энергосистеме. Он забирает те самые лишние киловатты,
помогая станциям и диспетчерам удерживать хрупкий баланс. Но алюминием дело, разумеется, не ограничивается, ведь ночной ток любят многие отрасли. Металлургические печи, крупные химические производства и другие энергоемкие процессы охотно смещают часть работы на темное время. Причина проста и понятна любому владельцу завода. Ночью электричество стоит заметно дешевле. И здесь мы подходим к важной мысли, которую мало кто осознает в повседневной жизни. Знакомый многим ночной тариф придумали вовсе не ради заботы об экономии обычных людей. Это тонкий инструмент управления спросом, с помощью которого систему подталкивают потреблять энергию тогда, когда ее в избытке. Дешевый ночной ток оказался настолько заманчивым, что вокруг него выросли целые новые отрасли. Предприниматели быстро сообразили, если энергия ночью почти никому не нужна, на этом можно построить бизнес. Ярче всего это проявилось в мире добычи криптовалют, знаменитом майнинге цифровых монет. Майнинг — это работа огромных залов, набитых специальными компьютерами, которые круглосуточно решают сложные вычислительные задачи. Эти машины потребляют колоссальное количество электричества, и главная статья расходов такого бизнеса — именно счет за энергию. Поэтому крупные майнинговые фермы стараются размещаться там, где ток дешевле всего на планете. Их часто строят рядом с гидроэлектростанциями или в регионах, где по ночам образуется большой избыток мощности. Для энергосистемы такой потребитель по-своему удобен. Он готов забирать энергию тогда, когда ее мало кто хочет. Некоторые фермы даже гибко снижают нагрузку в часы пик и наращивают ее ночью, подстраиваясь под цену. По сути, они превращают невостребованный ночной ток в цифровые монеты, работая особенно активно в темные часы. Но майнинг далеко не единственный ночной охотник за дешевой энергией в современном мире. Огромные центры обработки данных, те самые дата-центры, гудят серверами 24 часа в сутки без остановки. Они хранят наши фотографии, письма и видео, и их аппетит к электричеству растет с каждым годом. Такие центры тоже стремятся размещаться там, где энергия стабильна и обходится дешевле, охотно используя ночные ресурсы сети. Есть и куда более приземленные способы пристроить ночной избыток прямо в обычных домах и зданиях. В ряде стран широко распространены электрические накопительные обогреватели и большие бойлеры с ночным нагревом. Ночью, по дешевому тарифу, они запасают тепло в массивных кирпичах или в баке с горячей водой. А днем это накопленное тепло медленно отдается в комнаты или льется из крана, экономя деньги хозяев. Так дешевое ночное электричество тихо превращается в тепло, вычисления и данные, не пропадая напрасно. Казалось бы, мы нашли ночному избытку столько применений, что проблема должна быть полностью решена. Но иногда энергии в сети становится настолько много, что происходит нечто почти невероятное для здравого смысла. В отдельные часы электричество на оптовом рынке начинает стоить меньше нуля, то есть цена уходит в минус. Это означает, что производитель фактически доплачивает потребителю за то, что тот забирает его энергию. Звучит абсурдно, но на энергетических биржах ряда стран Европы такое случается все чаще год от года. И здесь важно сделать честную оговорку, ведь тема избытка вырывается далеко за пределы одной только ночи. Самые глубокие провалы цены происходят вовсе не в темные часы, а в середине солнечного летнего дня. Именно тогда бесчисленные солнечные панели разом заливают сеть дешевой энергией, а спрос при этом остается невысоким. Возьмем для примера Германию, где это явление приобрело поистине заметный размах. По данным немецкого сетевого регулятора, в 2024 году отрицательные оптовые цены держались там около 457 часов. Это заметно больше, чем годом ранее, когда таких часов было около 300. А в отдельные моменты цена падала так глубоко, что доходила почти до минус 135 евро за мегаватт-час. Ночью же в минус чаще уводит не солнце, а сильный ветер.
который нередко особенно бушует в темное время. Когда мощный ночной ветер накладывается на низкое потребление, ветряки вместе с базовыми станциями создают ощутимый избыток. И тогда производителям выгоднее приплатить, лишь бы кто-то принял их мощность и помог удержать баланс сети. Отключить станцию можно, но иногда компании теряют на этом положенную поддержку, поэтому проще уйти в минус. С солнечной генерацией связано еще одно любопытное явление, получившее название «утиная кривая». Днем панели проваливают потребность в других станциях, а вечером, когда солнце садится, спрос резко взлетает вверх. График нагрузки при этом формой напоминает силуэт утки. Отсюда и родилось его необычное название. Так, избыток энергии из абстрактной проблемы превращается в реальную цену, которая способна прыгать от высоких значений до отрицательных. Мы уже видели, как ночной избыток превращают в воду, металл, тепло и цифровые вычисления. Но есть еще один изящный способ пристроить лишнюю энергию, о котором мало кто задумывается. Электричество можно просто отправить туда, где прямо сейчас в нем нуждаются больше, чем у тебя дома. Дело в том, что энергосистемы разных стран и регионов давно связаны между собой линиями электропередачи. По этим мощным перемычкам ток способен перетекать через границы, выравнивая избыток в одном месте и нехватку в другом. И вот здесь на сцену выходит один тонкий фактор, о котором обычно вспоминают лишь специалисты. Планета круглая, и разные ее части живут в разных часовых поясах, а значит и в разном ритме. Когда в одной стране стоит глубокая ночь и потребление падает, у соседей может быть раннее утро с растущим спросом. Пока одни спят, другие уже включают свет, чайники, транспорт и заводы, жадно требуя энергии. Именно эта разница позволяет продавать ночной избыток туда, где он в этот момент по-настоящему нужен. Так, электричество, которое дома оказалось лишним, буквально уезжает за границу по проводам со скоростью, близкой к скорости света. Для страны-экспортера это выгодно вдвойне. Она и баланс своей сети сохраняет, и зарабатывает на продаже энергии. А страна-покупатель получает нужную мощность, не разжигая ради этого собственные дорогие резервные станции. В Европе такие перетоки давно стали обыденностью, ведь ее энергосистемы тесно сплетены в единую сеть. Существуют даже подводные кабели, проложенные по морскому дну между странами, которые разделяет вода. По ним энергия перетекает под волнами, соединяя рынки, что иначе остались бы полностью изолированными друг от друга. Получается, что глубокой ночью ваш избыток может согревать чужой завтрак за сотни километров от вас. Электричество не исчезает в темноте. Оно просто отправляется в путешествие туда, где уже наступил новый день. Мы разобрали, куда энергия уходит и как ее пристраивают, но упустили одну важную деталь. Ведь ночь никогда не бывает по-настоящему тихой, и потребление даже в самый глухой час не падает до нуля. Существует целая невидимая армия потребителей, которая работает всегда, не выключаясь ни на секунду. Оглянитесь мысленно на спящий город. Даже когда все окна погасли, часть его продолжает бодрствовать. Уличные фонари горят вдоль дорог всю ночь напролёт, освещая пустые тротуары и перекрестки. Светофоры исправно переключают свои сигналы, хотя машин на дорогах почти не осталось. Вышки сотовой связи ни на миг не прекращают работу, чтобы ваш телефон был на связи даже в 3 часа ночи. Серверы огромных дата-центров продолжают гудеть, храня и передавая данные со всего мира без остановки. Насосы водоканала неустанно качают воду по трубам, поддерживая давление в системе целого города. Все это складывается в постоянный поток потребления, который течет сквозь ночь непрерывно. Есть и потребители, для которых любой сбой энергии обернулся бы настоящей катастрофой. Больницы работают круглосуточно, и в их операционных, реанимациях и палатах ток нужен каждую секунду. Аппараты жизнеобеспечения, мониторы и холодильники с лекарствами не могут позволить себе даже короткой паузы. Огромные холодильные склады всю ночь удерживают низкую температуру, сохраняя тонны продуктов и вакцин.
Стоит их отключить хотя бы ненадолго, и содержимое будет безнадежно испорчено. Именно поэтому у таких объектов почти всегда есть резервные генераторы на случай внезапной аварии. Все это ночное потребление в сумме образует так называемую минимальную нагрузку энергосистемы. Это тот самый нижний порог, ниже которого спрос не опускается никогда, даже в самый сонный предрассветный час. Диспетчеры прекрасно знают эту величину, и именно на нее опираются, планируя ночную работу станций. Так что электричество ночью не только ищет, куда бы деться, но и по-прежнему честно служит тем, кто никогда не спит. Вот и раскрылась вся тайна тихой ночи, которая на самом деле никогда не бывает по-настоящему спокойной. Электричество ночью никуда не исчезает и не растворяется в темноте. Оно лишь меняет свой облик. Оно поднимается вверх водой в горных водохранилищах, чтобы вернуться мощным потоком уже днем. Оно застывает раскаленным металлом в ваннах заводов, что не имеют права остановиться ни на час. Оно уносится по проводам за границу, согревая утро тех, у кого уже взошло солнце. И оно продолжает честно служить фонарям, больницам и всем, кто работает, пока город спит. За этой невидимой работой стоит непрерывный труд инженеров и диспетчеров, удерживающих хрупкий баланс каждую секунду. Пока мы спокойно спим, они ведут свою тихую борьбу, о которой большинство людей даже не догадывается. И теперь, глядя ночью на далекие огни, вы будете видеть за ними целую скрытую вселенную. Если это видео открыло вам мир с новой стороны, напишите в комментариях, что удивило вас сильнее всего. Поставьте лайк, поделитесь этим роликом с друзьями и родными и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые истории. До встречи за новым скрытым горизонтом.